What's up, everybody? Thank you so much for the introduction. Какая Yeah, this is музыка going to be красивая, Castlevania Symphony of the Night, я даже all bosses. задумался. I'm super excited to share this with you guys today. As a quick warning to anybody who may be sensitive to like flashing lights, Говорят this все, game does have a few кто tricks that may cause the screen to flash a few times. I'll do my best to try and warn you может ahead of от time. эпилепсии But other than стриггерится, that, I'm pretty much вы лучше не ready to go. смотрите, тут есть 3, приколы в игре 2, 1, с go. кипосами, которые могут So at the вас, very beginning of the run, we're going to be короче, playing as Richter here in the проблем prologue наделать. sequence. Everything I'm Ну, doing here is смотрите, important to set up my items игра as fast начинается, when I мы start playing as Рихтер, Alucard after вот the так вот, sequence is сразу done. сначала Рихтер One of the идет ways that we're going to get through the бить sequence very морду. quickly is a glitch known as damage stacking. So if I'm able to do the Да, Hydrostorm item craft, хотел сказать я, блин, water on the ground right afterwards, there's a random chance that I do Дракуле. additional damage. Кстати, берем водичку, микрошторм, Didn't really get one there. You would кидаем notice that водичку far on the под right hand ноги, side start to just это melt. все. So Значит, там много it's pretty урона. much random whether you get them or not. Немного рандомно эта штука работает. Можно кресты поискать, можно там еще постукать, полетать. Вот эти вот мувы, они, короче, на инпуты вводятся. Вот не очень, так сказать, ясно, когда вы первый раз играете, но в этой игре есть такие штуки, как файтинг, короче, всякие специальные мувы, которые вы можете использовать при помощи вводе команд. То есть, например, вверх, вниз, вправо, там. Вот все, в принципе, как в флитонах, и сразу мы уже как бы переходим момент, мы как бы побили Дракулу, это все было давно, Рихтер пропал, мы пришли Алукардом разобраться вообще, в замок Бати приходим, тут что-то недоброе, и он, вот видите, он в заднице, короче, вперед едет при помощи своего щита. Щит даже не видно, он очень быстро отменяет его, туда-сюда дергает. Да, нормально. Волчара нам тут нужен. Мы используем дескип. Нам нужен очень точный сетап, чтобы немножко... Или нет, кстати. Это что, варп какой-то? Ладно, разберемся. Это новая версия дескипа. Офигеть. Ну все, на этом мои полномочия, все. Ну, короче, мы скипнули смерть. Смерть, она нас раздевает, короче, полностью. Все, забираются пушки. Мы этого не хотим, мы хотим, чтобы у нас все Алукарды, его волыны, штаны, чтобы штаны с них сняли. Поэтому надо этот момент скипнуть. Надо теперь учить спидран, раз тут новые скип смерти. Может, он еще больше фри. Ну что, движемся шилдэшем. Там, если что-то нужно, можно мечом рубануть шашкой. A lot easier than they would be otherwise. They're still pretty easy without this gear, but this gear makes them a lot faster, very easy. То есть вот у нас этот дэш, это вот способность, при которой мы избегаем урон тем, что назад откидываемся. Ой, как хорошо, он двоих этих босс ушатывает. Это, в принципе, да, те первые боссы в игре, разминешь них сразу два. Красиво. Он мечом может даблхитать, если вот так вот в воздухе бить в прыжке. Потому что это одна из лучших анимаций в игре. Our goal for this beginning part of the run, we call it in the community the clock rush. So the very first 8 minutes of the game, there is a few things that we need to grab. Причем на боксовской версии, потому что на боксовской версии можно скипать катсцены. That is dictated by the clock room in the central part of the game that we're about to pass in just a second here. О, карлики очень мерзкие. Встречаем девку. Мария Ренард. Тоже шляется, ищет Рихтера. И вот, как видите, диалог с ним мы вообще полностью скипнули, потому что это вот особенность Xbox-овской версии.
Мы тут еще можем качаться. Вот, по-моему, Castlevania Symphony of the Night одна из первых игр в жанре Metroidvania. То есть она содержит элементы из Metroid, из Castlevania. Мы тут можем качаться, можем там использовать кучу всяких штук, собирать различные предметы, которые помогают нам попадать в различные области. И, в принципе, это, наверное, до сих пор одна из лучших игр в этом жанре. Тут очень много, очень хороший мувмент, очень много степеней свободы. Вы можете очень хорошо контролировать свои, так сказать, свое перемещение в пространстве. И это делает эту игру очень хорошим спидраном. Ну, не сама игра спидран, но в этой игре непосредственно хорош. Да, кстати, тут интересная страта. Мы используем часы. Мы подобрали вот этот предмет. Тут можно подбирать всякие штуки, да, кинжалы, топоры. И вот один из этих предметов, который вы подобрали, его можно использовать. Вот, часы, собственно, останавливать время. Тут, кстати, очень мерзкая лестница. Dr4gonBlitz просто вырезает всех на пути. Правильно делает. Да, двойник вообще неприятный босс, но вот с таким абузом он очень легко убивается. Как же он быстро шилд-дэшит, это удивительно. Тут, кстати, команда сейчас использовалась, вот, про которую я говорю, вот как файтинг, ввел input, нажал атаку мечом, и он использовал специальную атаку мечом авокадо. Едем сразу на лифте вниз. Спускаемся пониже. Ну, кстати, мы, когда в лифт зашли, мы взяли один из самых важных приколов игры — это собака. Собаку мы берем, собака быстрая, и с собакой можно делать, по-моему, слепыми. Но я не уверен, будет ли что-то из этого использоваться в боссе. But it allows you to keep that high base speed in the air, which is something you can't do with shield dashing. You have to be on the ground with shield dash. So in sections where you need to jump a lot, it can be faster to transform into the wolf. Instead, this is one of the few places where we're going to be doing that. And there are some tricky jumps in like attack timings you have to get down to make sure you can transform and stay in wolf transformation the entire time. Because if you take any damage, it forcibly removes you from the transformation. You go back into Alucard form. But we made it through just fine. And here is the clock rush in action. There's not much for us to do here. We made it here in under 8 minutes, which is the fastest possible cycle for us. I did make an entire like 25-minute long video essay explaining. Так, ну что, у нас здесь смешные часы. Они открывают разные двери. Проходят, да? И что самое смешное, они работают, они открываются по часам. Вот. И как раз время настало. Спидранер оптимизирует так свой раунд. Кстати, вот этот эликсир на увеличение ХП мы не берем, потому что это, ну, это время тратит просто. И о чем я говорил? Вот, да, смешные часы. Спидранер вот свой путь так оптимизирует, чтобы эти часы открывались, как только они приходили туда. То есть, в принципе, тут дофига опций, куда можно пойти. Вот так вот. Мы практически не ждали открытия нужной нам двери, а там много чего открывается, все зависит от тайминга. There is also a boss fight for us. This boss fight is a little bit interesting. It is the Minotaur and Werewolf boss fight. There's a cutscene that is associated with the boss, and for some reason, if you skip the cutscene, it causes the очередной босс, кстати. У нас вот такой колизей. Giving us a chance to sit here and wail on them. И, в принципе,
Мы им даже не дали Past this шанса. boss arena is going to be Не the дали form им of никакого mist. шанса просто вообще. This form of mist is required to allow us to get the soul of bat, which is the most important transformation. It's what we're going to be Там using про for том, the скорее, form of как movement as сказать, soon as we get it. It also allows us to придем мы вовремя transform или into other нет. transformations a little bit faster and reset our momentum. So the mist does have utility outside of just unlocking one extra transformation. This is where the shield rod is. It's protected by a bunch of enemies. We're going to damage boost into this Так, area. нам Use тут our library card нужно... to warp out of Кстати, here. мы еще We're going to be использовали setting up for our обилку. next glitch Магия, да. right away. We're going to be setting up for that shop glitch. И мы используем шоп-глич еще, кстати, чтобы мы телепортнулись в магаз, в библиотеку, да. As well as dive kicking off of this book here. Gotta hope for a Может возвращаться. Долго мы, кстати, еще там подобрали мист, да, мист позволяет проходить некоторые зоны, но он еще позволяет нам держаться в воздухе дольше. But yeah, the fairy relic spawns in a fairy familiar, and when you spawn her in, she has a bit of dialogue. That dialogue can interrupt other cutscenes dialogue. Ну, кстати, есть вот эта карточка с феей, которую мы можем призывать, и она позволяет нам скипать диалоги. Вот сейчас, например, мы зашли к шопкиперу, в библиотеку, мы можем продать ему ништяков, да, но мы их, так сказать, надюпали, поэтому покупаем вообще все, что нам нужно. Денег у нас дофига. И, короче, вот на входе он должен был с нами поговорить, но мы вот сказали фея, мол, фея, призывайся. И вот как мы ее призвали, у нас этот диалог с ним отменился. Ну, мы призвали заранее, конечно. So the mana prisms also give us additional iframes as soon as we use them, so we can be invincible for about a second. And I'm going to go for a damage boost right here. Didn't get the best. Теперь мы, так сказать, закачаны под завязку. Это довольно неплохо облегчит нам прохождение. Прожали время, стали собакой. О, он будет делать этот скип с собакой. Than normal. This is the wolf floor clip. Nice, so even got the little visual glitch here. Ой, ё-моё. This is a essentially triple frame perfect floor clip. Это очень жесткий клип, кстати. А, нет. Вот сейчас он будет делать клип с собакой, да. Он будет делать его. Очуметь. Это пока что один из самых сложных, что ли, скипов в игре. Довольно... Ну, его, по-моему, в прошлом году нашли. И там буквально 3 кадра на то, чтобы его сделать. На самом деле, тут во многих скипах буквально по несколько кадров. Ой-ой-ой! But in order to map a buffer, you do have to actually press the inputs in real time. There's no additional leniency. Да он не самый сложный, просто Диагон постоянно жалуется, что он сложный. Потому что ему лень его учить, но он на самом деле... Так, ну что, у нас летучая мышь есть. Мы, собственно, мы сейчас подобрали. Вообще, ну, то есть мы особо-то боссов не убивали в этом рауте. Вот мы несколько боссов убили, да, а потом мы сразу пошли и собрали все вот эти вот метроидвания приколы, которые нам нужны. То есть у нас был туман, собака, крыса, вот эта летучая мышь. И теперь мы можем трансформироваться туда-сюда. А у этих трансформаций еще свои команды мувы. А эти команды мувы мы можем комбинировать и ломать. Вот этот Wing Smash, это просто вообще улет. Просто посмотрите, он просто пролетает вообще сквозь все нафиг. Он у нас почти бесконечный. Так что просто можно пролететь всю игру, все, что осталось. Вот, собственно, сейчас 13 минут. Боссов убит довольно мало, но
сетап такой, что мы их очень быстро всех This allows зафигачим. us to double jump. This is the leap stone. It О, also gives us кстати, access to a это dive поможет kick. нам And the dive kick даблджампить itself штука. has a high base vertical speed. Все еще продолжаем брать, так сказать, And maintain that momentum during the bat ништячки. transformation. It's called a dive bat. It's what I'm using to get through these rooms quickly. You Так, could also do it to move during the у него еще вот этот transformation трюк so that way you're, like, с gaining нырком speed and под momentum going дверь, into your waist который actions. позволяет, короче, анимацию двери Coming up, делать. we have yet another glitch. This first castle section is full of like just movement tech and glitches. It's one of the reasons why this is my favorite category. Right after this boss fight, we're going to set up for a chapel-specific out-of-bounds that is frame-perfect. I don't know exactly why it works. I just know that it works. And it's very convenient because that out-of-bounds will get us into an area that we need to get to. Не знаю, какая приятная игра. Вот просто прыгает, бьет ногой и колокол туда-сюда. Flashing screen warning now, just as a heads up. Так. All right, we're good. И мы This pushes us out of bounds. делаем очень интересное ОБ. Void area, which gives us access to the RUSC's quarters from the Да, other то есть мы side. движемся по игровой карте за пределами локации. But this gets us past that statue, and we can Но get мы to все the равно ходим much между quicker комнатами than intended. и выходим. Так что And from here, there's not too much to talk about. It's more movement and boss fights, so now would be another great time for donations. I do that for you. We have да, босс-файт, это, $100 кстати, from Purple Fox. Hey DB, so cool to забавный watch you run мужик. at GDQ. Good luck and have fun and smash those wings. Hi, Purple Fox. Hope you're doing well. We have $25 from Issa. Soden is one of the most satisfying speedruns to see done this skillfully. Mesmerizing. $25 from Vicarious Vice. If Dracula did some soul searching, maybe he wouldn't be so evil. But then again, he never self-reflects. Woof. Thank you, Vicarious Vice. $20 Что, from пролетаем Sushi дальше. Elemental. Я уже не помню, Dr. как эти Acula to the локации boss room. Calling называются. Dr. Но Acula, музыка please тут come to the boss классная. room. Thank you. Thank you, Sushi Elemental, for your $20 donation. Time for some more? I Ой, just got a frame perfect floor clip that I was not expecting to get. он случайно клипнулся в пол. I wasn't gonna mention it on commentary because it's like there's no way I'll get that in a run. But no. Он типа, это рабочая тема. Нормально. Это часть плана, который не был планом, он просто по приколу решил это сделать. И думал, что не получится, но получилось. О, Gravity Boots. Movement option, the Gravity Boots. This is a relic that costs 5 MP to activate, and it gives us a large vertical jump. We can control that jump in a few different ways. But we're also going to be setting up for another floor. Это нам тоже нужная вещь. По-моему, мы почти все уже собрали, что This one is just as precise as about triple frame perfect, so it does have a lengthier setup though, so it's a little more punishing if you miss it. Так, что, клипы пошли, да? Через собачку. С лестницы. Оп, камера. There we go. Not too bad. So clipping into the stairs here allows us to access the load zone for the underground caverns from out of bounds. Funny enough, if this was the PlayStation version, this would end up corrupting all of the graphics on the screen. It would look really funny. Там же, чтобы пройти, там же надо, по-моему, там через воду проходишь, и вода до Маштового карда без релика. Там, по-моему, Холли релик, и это маска, короче, с трубкой. And we now have access to essentially our main movement и мы, короче, попадаем в ночной кошмар, у карда, где там мать фигачит. Мать сдохла в этом кошмаре, и, собственно, мы избиваем суккубшу, которая устроила этот ночной кошмар. Такой подставной гроб, короче, нам. Как будто гроб, который сейвит, да, но это полностью подставной гроб. Notorious like flashing screen warning that we're going to have for the run. This is a glitch that allows us to skip out of this boss room quickly, but it causes the screen to flash a few times, so just as a heads up for the next like 20 seconds. So what we're trying to do is we're trying to kill the boss while it's still off screen here. And deload the door to escape. Oh, I didn't actually get that. Wow, that's the first time I have missed that in a very long time. It's fine. Flashing screen warning over.
All it would have let us do is to leave the room and not have to backtrack and wait for the death animation. Да, ему надо было убить этого чела. О, кстати, он сейчас использует Gravity Boots, которые позволяют нам вот так дальше. This really gets to show off like how you need to control your height for these wing smash chains, as well as control the timing of them. Because if you touch the ceiling or the floor here, you'll end up zipping either into a wall, bonking, and then forcing you to untransform, or it'll zip you into the water. Можно в воду попасть. That Donkey Kong skeleton here. Funny enough, we just recently found a glitch that is PlayStation exclusive. Or it's technically not a glitch. It's a developer debug code that was left in the final version of the game, where if you just plug a controller into player 2 and press the triangle button, the bridge explodes on its own. But we have to do it the old-fashioned way here on the Xbox. Говорят, тут есть дебаг фичи, если второй контроллер включить, нажать треугольник, то этот мост сам взорвется. Разработчикам оставлено. Another boss here, and we're going to be coming up on my favorite glitch in the entire run. It's so silly. If performed perfectly, it saves a little under a full second. But I absolutely adore it. It's another out of bounds, similar to what we did with the caverns, but instead we're going to be damage boosting using the toadstool and touching the load zone right from out of bounds right there. We could have just went one room over the area like normal, but no, we have to do it that way because it's much funnier. And it technically saves a little bit of time, so it is optimal. Yeah, we're coming up on the final boss of the first castle here in just a few moments. This run really does fly by as soon as you get started. We gain access to so much of the castle as soon as we gain the and with various glitches and other movement options, we're basically able to skip around and go wherever we want. We're going to use a library card to leave this part of the castle quickly. And we need to move on to the inverted castle. При помощи карты библиотекаря. We're actually going to skip the encounter. Она позволяет нам Richter, where you need to save him телепортировать сразу к торговцу библиотеки. Doing a glitch known as Richter skip. There are many different ways to skip in this game. The way we're going to do it is by using precise wolf jump on a slope, which will allow us to get past the game's check to see if you've are wearing the holy glasses and if you have saved Richter or not. The default state for that room is that Richter has already been saved, and it allows us to just skip past the cutscene and go straight into the second castle. It's a pretty precise trick. It's very inconsistent. I'm hoping to see us get it within a few tries here. Сейчас будет немного нестабильности, говорит правильно. Like 5 minutes of backtracking in this run, so going to be setting that up right here. О, пошли ботиночки, ботиночки. Yeah, I didn't get it. Так. Надо, короче, нам взять It's a little slower, but a little bit more consistent. Смотрите, в чем фишка. And we're gonna skip right past Richter. I have to be careful for when I skip the cutscene. Richtера как бы нельзя убивать. Тут довольно смешная постановка в этой Castlevania, что, по сути, первая Castlevania, в которой мы как бы проходим игру с вампиром и сражаемся в конце с охотником на вампиров. Такой реверс-сюжет. Но на самом деле здесь true концовка, в которой мы не убиваем Рихтера, а спасаем его. И вот тут мы скипаем этот файт с Рихтером. Тут можно типа специальные кондишн, очки там найти, чтобы, так сказать, сразиться по-честному, но мы просто нафиг пролетаем и попадаем в реверс-кассу, где сидит Дракула. Вот. А Рихтер вообще околдовал шафт вонючий, монах, некромант, там, короче, да, пожилой. Один из самых крутых крестов в те времена, да. Круче, наверное, только было, когда сам снял костюм в Метроиде. В 80-х. Anyway, I need this Cuphead run and those dad jokes. Chilihead, we are right now just a little over $3,000 away. И вот мы находимся в то, что называется реверс-кассл, это перевернутый зал.
Перевернутый замок — это тот же самый замок, только наоборот. И он сложнее. В общем-то, как вы понимаете, ну, он не только задизайнен, чтобы быть перевернутым, но, кстати, Франкенштейн. У него очень мерзкий молот. Как вы понимаете, замок. Игра не то, что задизайнена под то, чтобы проходить вверх ногами, но там как бы настолько большая свобода передвижения, что вы можете что угодно творить, даже без спидрана. I think we're succeeding. Thanks, Kamir, and get some. 24-26. $50 from RUSC. This is an event that I look forward to every year. Love the community, cause, and everyone volunteering their time to make this possible. Big shout out to my daughter Shiloh, who's tuning in with me this year to cheer on the amazing runners. Hype! Thank you, Blades. That's cute. Yeah, coming up here is probably the #1 reason we grab the gravity boots. This section of vertical climbing is, I want to say, like 40 seconds slower without the gravity jump here. So we're going to chain these jumps together to climb this really long area to get to our next boss, which is Doppelganger again. Again, we're going to use the stopwatch to freeze it in place. We use the prism to set up our iframes, so that way he doesn't hit us before we can hit him. Here's another section where you have to be careful with your height. Like I said earlier, there's a mechanic in this game called terrain boosting. You could take advantage of it in a few ways, but in like tight hallways like this, you want to be careful to not touch the ceiling while you're wing smashing, because when you wing smash against the ceiling or any slope, the wing smash wants to follow the angle of that slope. And by doing so, a lot of the time, it ends up zipping you into walls or into areas that you don't want to be. So again, it just comes down to a lot of control of the inputs of these wing smashes. Coming up here is also another like vertical section. This is one of my favorite movement sections in the game. When performed cleanly, it looks so nice. I'm gonna try my best to show that off. Полетели. Yeah, right there. That entire section is so awkward to maneuver through if you're just playing the game casually. You're pretty much just in the bat transformation, flying straight up, hoping to not get hit. But being able to show off what like high-level movement in this game looks like, парни, я забыл свою звуковуху на... And that is one of the most shocking на Новый год оставил. It's very clear that there's additional movement used to help get through those areas. Так что такая есть. Okay, we're about halfway done here with the second castle, coming up on the hardest boss in the game. And by hardest, I mean he has the most health points. He has 12,000 health points. And we just want to stand around his head because we do a little bit more damage. But yeah, considering most bosses die с огромным the количеством fact that he lasts a few seconds just goes to show how much отлетает почти. Отлетает все равно очень быстро. Yeah, more donations. Да, это микрофон-кружка. Легендарный. Перепаянный. Он, кстати, что-то пердеть начал после перепаивания, но я вроде накинул в УБСе приколов. Так что нормально. Thanks for the hundreds of hours of entertainment, and we can't wait to share future events with our little bean. Oh, congrats, Eric and Rachel. $25 from Mooney. Always a great time when I catch one of these. Great work to all the runners, great work for the work you all do for charities, and great content to watch. Now let's get Я уже не помню, какие тут боссы остались. Checking in one more time on В принципе, наверное, не так уж и много. We've moved the needle a little bit, but we still got a little bit to go. Just around $2,500 away-ish to get Cuphead unlocked. Chat, I know you can do it. I'm counting on you. I believe in you. Get those donations in. Смешные телепортирующие двери. $50 anonymous donation. Да, Thank you everyone at PCF and GDQ for everything that you do. Thank you so much. $50 from Fetch. One of the 2 weeks out of the year that I look forward to. Ну-ка, арена для босса, Медуза Гаргон. Может превращать нас в камень, да? Thank you, Fetch. I do want to take some time. Наказание прохождения не больше часов 30 идет, но это кайфово, 30 часов. Это максимально перепечил, какая тут музыка, как тут весело играть. Как можно запереться в комнате с крабами и сидеть их фармить.
So definitely go to the speedrun.com/Soten, and you can find a link to the Discord, our long library Discord there. В принципе, I игра also am always happy to help new people trying to get into the game. So не такая уж и yeah, I'm большая. just excited that we've had a lot of progress over the Вот years. это, конечно, интересно. New discoveries, new speedrun tech. We've had a lot of people join the community because of our randomizer as well. The Symphony Night randomizer we've had tournaments for and races all the time in the Discord. So just huge shout out to everybody that loves this game and keeps playing it to this day. This guy takes forever, so more donations. Absolutely. $50 from Faye Wild. My first GDQ and donation since starting my new job. Every year, our cups overflow with amazing runs, but let's fill this cup head incentive a little more for good measure. Thanks for the awesome runs and the excellent event every year. Thank you, Faye Wild. We're getting there towards unlocking Cuphead. Just around a little over $2,000 now. Chat, you can do it. Чтобы вы понимали, это самый поздний этап игры. $25 from Mystic Theurge. Mystic Theurge here. I'm a follower of Dragon Blitz, and it is great to see him at ADQ. Good luck. Thank you. Но надо все-таки боссов-то всех поубивать. $50 from Hill House. Вот тут, кстати, смешной босс. Это воплощение старых героев Castlevania. Shout out to anyone fighting right now and to the Prevent Cancer Foundation for saving lives. Thank you, Hill House. Yeah, we're coming up on our last little bit of the run here. It goes by so fast. That was our second to last boss fight before the final boss encounter. We're coming up on our final boss fight, and вот это все приходится двойники, like I said но before, this is my favorite category довольно for a lot of сильные different враги, reasons, но but just the ability to сейчас нам это is something that не проблема. has kept me hooked for almost 10 years, speedrunning wise. We're just still discovering like new small optimizations. Разбег из Метроида тоже довольно забавный. И там вот эти лаунчи с ним делать. Причем лаунчи, кстати. I'm just so happy to be here, so happy to be running this for you guys. And there was лаунчи, кстати, там нормальные такие. This is a glitch that we're То going to есть use. там даже эта механика игры специально. Normally there's in the inverted clock room, that big clock room that I was talking about in the first castle. In the second castle, that Успеет ли он за 1 минуту 24 секунды? And normally you need to collect these 5 relics, these 5 pieces of Vlad. We're going to be doing that relic skip. Specifically, we're going to do a reverse shift line, similar to what we did to keep items at the start of the run. But instead, this is going to push us into the ceiling. This is another section with a potential flashing screen warning for those that are sensitive. I'll let you know when it's all clear. But yeah, pushes us into the ceiling. We're going to fly through the ceiling for a little while. Я не знаю, этот раунд, It's going to push us to the other side. Так забавно выглядит, как мужики машут мечами. The relics, and it skips a very long clock opening animation. And we are good on flashing screen кстати, может он... of the run here, and we have. Что, он идет уже в сам конец? Да, кстати, ран заканчивается. Again, thank you guys so much for allowing me to show this off, showing you guys the speedrun of my favorite game and my favorite category. And the final 2 bosses, they go by quick, so I'll let you know when we're ready on time. И Дракула. У него 2 формы. Yeah, again, if any of this interests you, don't be shy. Join the Discord for Soten Speedrunning, the long library Discord, and I would love to get at least one new person in this game because of this run today. Приходит, да. Его мгновенно убивают. And time is coming up in just a few seconds here. И это время. Да. And time. Да. Go back whence you came. Trouble the soul of my mother no more. Yeah, that was a lot of fun. Thank you guys again. And И это был ран косой. Yeah, that was a pretty clean run overall. I mean, we lost some time to the very technical tricks, but that is how this category can be sometimes. Sarcasm. For what profit is it to a man? The final time of 32:40. Not bad at all. For a marathon run, doing marathon safety strats, I'm pretty happy with that. 26, I believe. Tell me, what were Lisa's last words? She said, "Do not hate humans." Yeah, thanks again. This was an absolute blast. So happy to be here. For theirs is already a hard lot. And I hope you guys enjoyed the run. She also said to tell you that she would love you for all of eternity. Lisa, forgive me. Farewell, my son.
И от ГГ. Высимай положился. Все. So you made it. Замечательно. Alucard, I'm glad you're all right. I'm sorry. 'Tis my fault you had to fight your own father. Fear not. I had my own reasons for destroying him. It must have been painful for you. Indeed. But you must always remember that the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. I understand. Alucard, what will you do now? The blood that flows in my veins is cursed. 'Twould be best for this world if I were to disappear forever. I see. Farewell then.